Привет, друзья! Вы на канале Русолог, и с вами ведущий Кузнецов Роман. Сегодня я с вами хотел обсудить перепись, которая проходит сейчас по всей России. И больше того, перепись сейчас проходит в этом году, проходит в 80 странах мира. У нас есть два вида переписи, когда приходит переписчик, либо когда вы можете через сайт госуслуги заполнить переписной лист. Я включу сайт госуслуги и вместе с вами пройдемся по анкете. На что важно обратить внимание? Так как переписной лист у них называется, делают не социологи, а у меня существует внутрикорпоративная этика не критиковать условно своих публично, да, то, собственно, те, кто занимается статистикой, к социологам не имеют прямого отношения, соответственно, мы можем их немного покритиковать. Вот. Что надо сказать? Но, во-первых, перепись вообще это важный элемент сбора данных. Возможно, сейчас в цифровое время это не так заметно, да, не так очевидно, но первая перепись в России прошла еще в конце 19 века, и та информация, которая была собрана с помощью переписи, это, наверное, впервые государство узнало, сколько подданных живет на ее территории. То есть, представляете, не было никаких других надежных способов. Ну, понятно, что перепись тоже была с погрешностью, но тем не менее, не было никаких других способов понять, а сколько людей живет в России, а сколько живет в Москве, Петербурге там, и в других городах и так далее, сколько живет в селах. И это все эти данные получили с помощью переписи. У нас тогда было 126 миллионов человек. Интересно, когда мы проводили исследования на Сахалине, первую перепись на Сахалине проводил Чехов. Вот он, по-моему, был в Александровск-Сахалинске, он посчитал, сколько людей живет, сколько домов там, и так далее. То есть ценность этих данных была достаточно актуальна, и ценность их была очень высокой. Потому что те данные, которые собирались, нельзя было вот так легко получить из других источников. Наверное, самая яркая перепись, самая масштабная перепись современной России проходила в 2002 году. В 2010 году было много вопросов по поводу того, сколько людей все-таки опросили, какой процент населения опросили, как опрашивали, да, как добирали людей, которых не опросили. И сейчас, плюс еще в современных условиях вот этого пандемии, перепись не стала таким ярким событием, которое могла бы стать, если бы не случился, там, условно, 2020 год, ковид, пандемия и различные локдауны. Тем не менее, давайте сейчас перейдем к анкете. Я зашел на сайт госуслуги. По идее, на экране у вас должна отобразиться мои данные, как я буду заполнять анкету. Ну и, соответственно, если вы увидите личную мою информацию, забудьте ее и не пересматривайте. Хорошо. Первый момент, почему перепись так важна, и постулат, один из постулатов переписи – это ее анонимность. Заходим, значит, на сайт госуслуги, переходим по переписи, и здесь мы видим, что первые вопросы – адрес фактического постоянного проживания, у меня спрашивают вплоть до квартиры, и потом сколько человек прописано по данному адресу, и просят указать мою фамилию, имя, отчество. Вопрос анонимности немножко снимается, потому что по этим данным можно уже понять, кто заполняет анкету, и в принципе, еще важный момент, понимаете, вот основной вопрос, который у меня сразу возник к этой анкете, что данные, которые заполняет интервьюер, так называемый, тот, кто переписчик, да, и анкета, которую заполняет переписчик, и анкета, которая представлена для самозаполнения через сайт госуслуги, как я понимаю, они идентичны. С одной стороны, понятно, да, что мы получаем одинаковую анкету, и, в принципе, тогда якобы получим одинаковые данные. Но с другой стороны, процедура самозаполнения анкеты и процедура, когда вы даете интервью формализованное условно, это совершенно разные вещи. То есть самозаполнение анкеты, оно должна подстраиваться под человека неподготовленного, который будет сам легко заполнять эту анкету. Но вообще здесь тогда теряется анонимность как принцип переписи. Соответственно, данные будут, скажем так, более белые, чем могли бы быть в случае полной анонимности. То есть, скорее всего, люди про серые доходы свои говорили в этой переписи, отвечая на вопросы гораздо реже, чем
ну, в случае анонимности. Возможно, если уходить в конспирологию, что мы любим делать всегда, в принципе, то данные, именно мое ФИО, нужно для того, чтобы эти данные связать с бигдатой, с большими данными. Сейчас много информации можно получить с помощью банковских карт, с помощью сотового мобильного телефона и так далее. И там данных гораздо больше, чем есть в переписи. Но очень сложно понять, а в итоге сколько человек пользуется той или иной картой, пользуется той или иной сим-картой по факту. И, ну и другими средствами связи, которые очень четко контролируются и собираются в большие данные, так называемые. Соответственно, вот эта привязка, возможно, для этого сделана. Данные по картам, по нашим всем симкам, нашим банковским картам, как раз, мне кажется, данные более будут честные, чем данные, которые люди будут указывать после того, как они указали полный свой адрес проживания и прописки и свои фамилии, имя, отчество. Наверное, вот эти вот, когда собирают данные с карточек, они как бы более невидимы для человека, чем когда он сам ручками все про себя пишет. Возможно, это повышает социально одобряемые ответы. Вот как гипотеза, это указанные данные повышают социально одобряемые ответы. Для чего это сделали, какая мотивация, почему вставили ФИО и так далее. Возможно, другой момент, что так как в переписи могут указывать другие жители своих родственников, возможно, это сделано для того, чтобы вычистить массив данных, условно, ну, как вариант. То есть это хороший вопрос, и я думаю, когда будет пресс-конференция по результатам переписи, они им зададут этот вопрос, и ребята из Госстата ответят, сейчас Росстат называется. Вот, хорошо, давайте пойдем дальше. Первое, так как идет самозаполнение, ну, я как социолог понимаю, к чему мне задают первый вопрос, сколько всего человек проживает по этому адресу, я поставил 1 человек, потому что мне не захотелось заполнять анкету за всю семью. Есть супруга, она более точно заполнит про всех и вся. Но что важно, вот этот вопрос, сколько человек проживает по вашему адресу, он привязан к другим ответам. И в этом смысле, дальше мы это все рассмотрим, у меня не получается указать данные про детей и так далее. И в целом анкета собирает именно экономическую информацию про нас, не социально-демографическую, а все построено вокруг домохозяйств в большей степени. Ну и, соответственно, сколько проживает. Дальше вопрос 2-3. Является членом домохозяйства. Проживают по этому адресу постоянно, является членом домохозяйства. То есть обращаются не ко мне, а это анкета для переписчика. Понимаете? И в этом смысле я должен стать роль переписчика при самозаполнении и заполнять себе в третьем лице. Дальше находился по этому адресу 1 октября 2021 года. Но это, видимо, проверить, тоже непонятно для чего. В данный момент я находился по месту проживания или нет. Так, хорошо. Следующий блок вопросов, он про те социально-демографические данные, которые дальше будут выгружаться в виде Excel-таблиц, большого массива данных, и мы будем строить какие-то... Сейчас загружается страница, и мы будем строить и аналитику. И что важно, вот по этой переписи потом будут строиться так называемые выборки исследования, социально-демографические выборки. Если нам условно нужно понять полувозрастную структуру в Москве, и мы используем там планшетный опрос, так называемый, там, КОПИ, то мы наши квоты, какого пола и какого возраста нужно будет опросить в Москве, чтобы это было так называемо репрезентативно, мы будем строить на основании данных переписи населения. Следующий вопрос, как я уже говорил, идут про родственные отношения в домохозяйстве. То есть, понимаете, сейчас все привязано к тому домохозяйству, где я якобы живу. И вообще такой подход – это подход 80-х годов, когда понимали, что у среднего класса в Америке должен быть шкаф-купе и посудомойка. Так и здесь. То есть, но если я указал, что живу один, то мне уже нельзя добавить, что я живу с супругой. Состояние брака состою в зарегистрированном браке. А вопрос 6.1 мне уже не задается, проживает ли супруга рядом со мной. Потому что я указал изначально, что я живу один. И дальше я не вижу здесь вопросов по своим детям. Сколько у вас детей? То есть, понимаете, логика какая? Если я живу один в квартире, то неважно, сколько у меня детей. Хотя
на мой взгляд, и с точки зрения социально-демографических данных, это интересно, и этой информации точно нигде нет. Много родителей, которые вступают дважды, трижды в брак. И, соответственно, у них есть дети от других браков. И это важно, сколько вот у нас, скажем так, таких браков, да, и таких детей. Но этой информации нет. Нет информации, сколько раз я вступал в брак, например. А это тоже интересно, потому что никакая статистика не обладает этими данными. Дело в том, что информации много, она накладывается друг на друга, и мне кажется, не ведут таких данных. Есть общее представление количества разводов, количество браков, но вот сколько каждый человек на протяжении своей жизни или в своем возрасте вступил в брак, да, и состоит он сейчас в браке или нет, этих данных тоже нет. Но здесь дальше вопросы идут про знание языков. И вот когда супруга заполняла анкету, важный момент, не учтен возраст детей. То есть, если ребенку 1 годик, все равно начинают спрашивать, какие языки он знает иностранные языки, по его доходу также идут вопросы и так далее. То есть, хотя здесь тоже должна была быть выстроена определенная логика, где он обучается, ребенку 2 года, где он обучается, ну, конечно же, в вузе, где еще может человек обучаться. Гражданство понятно, ученая степень. И по поводу дохода здесь есть блок вопросов, просто источники дохода указаны. Да? И, собственно, все. Вот социально-демографические данные, можно сказать, состою в браке, возраст и количество детей. Но мне его не задают, потому что я один в домохозяйстве живу. То есть здесь даже нет вопроса семьи. Здесь идет вопрос строго по домохозяйству. Совместное ведение хозяйства – это определение семьи, но это определение семьи еще, не знаю, там, 50-х, 30-х годов. А вот эти вот связи, семейные отношения, здесь ничего не указано. Хотя, мне кажется, интересно, сколько у вас бабушек, дедушек, тоже вопрос. Но это ладно, это не для переписи, но тем не менее. Вот, дальше мы переходим к самому интересному блоку вопросов, и он просто очень хорошо проработан, как им кажется. Он очень технический. Тип жилья, тип жилища. И здесь время постройки дома. То есть я изначально указал, что я живу в квартире. Вот теперь они хотят, чтобы человек, ну ладно, у меня высшее образование, но оно гуманитарное, извините, но они хотят, чтобы любой человек, который заполняет через сайт госуслуги анкету, обладал, скажем так, экспертным знанием, когда его дом построен. Это по умолчанию должно быть. Если тебе 18 лет исполнилось, ты должен знать, когда квартира построена, там, приком и так далее. Что не очевидно. Потом материал наружных стен дома. Я не гуглил, но я не знаю. И если это сложно, какой-то монолит еще сверху, что-то просто... Число жилых комнат, что тоже важно. И вот еще есть такой вопрос по поводу, если у меня электроплита, электроплитка, потом какое отопление, водоснабжение, водоотведение. Вот эти все блоки, этот блок вопросов, это больше похоже на инвестиционный паспорт проекта. Мы, когда проводили исследования, вот такие вопросы, они важны, когда вы пытаетесь что-то построить глобальное. И еще важный вопрос про туалет. Спрашивают у меня, туалет с основом расположен в жилище, или туалет находится другого типа, вне жилища, или отсутствует. Я в Москве заполняю анкету по переписи, указываю, что живу в многоквартирном доме. Эти вопросы актуальны? Зачем вообще включили такой блок вопросов про жилище, как ты думаешь, такой подробный? Ну, мне кажется, это хорошо постарался переписью строительный, скажем так, наш блок в IT. Марат Хуснуллин, да, сейчас он возглавляет, чтобы потом сделать глобальную реновацию по всей стране. Потому что с точки зрения переписи как социально значимого явления, такое уточнение жилищных условий ничего не дает. Ну, просто, ну да, если они узнают, что я живу один в 50 квадратах, что я от этого счастливее стал, или менее оппозиционный, или наоборот, ну что это даст с точки зрения моего восприятия, или у меня 5 детей будет? Никакой информации абсолютно с точки зрения социального эффекта познания нашего общества здесь нет. Есть только сугубо прикладная цель понять жилищные условия, хотя, мне кажется, пара данных тоже можно собрать, и там уже все есть, сколько квартир, квадратов и так далее.
Но здесь цель собрать у населения эти условия, чтобы потом принимать какие-то решения по, ну, скорее всего, вот строительству в большей степени. Причем здесь вопросы профессиональные, понимаете? Ну вот удаление бытовых отходов. Всегда, когда я выношу мусор, я так и думаю, мне надо удалить бытовые отходы. У меня есть мусоропровод, мусоросборники вне дома, сбор мусора спецмашиной, выброс мусора в ямы на кучи и такого типа. Что значит сбор мусора спецмашиной? Ну, Ну, это значит, ты выносишь свой пакет перед домом, участком ставишь, его едет машина и собирает, например, по четвергам. вот это, да? А я думал, что если я покладу в мусорный ящик, и потом машина спец приезжает, то это же спецмашина, она убирает или нет? Да? Ну, то есть это сугубо профессиональные, тонкие вопросы, и такие узкоспециализированные вопросы сугубо технических людей, которые занимаются жилищным строительством. Это наличие телекоммуникаций. Стационарная телефонная связь, мобильная телефонная связь, интернет через проводное соединение, интернет через беспроводное соединение. Здесь тоже вопрос, что значит интернет через беспроводное соединение? У меня стоит дома роутер, то есть я получаю интернет по Wi-Fi, но к роутеру проведен провод. И это, как считать? Скорее всего, это проводное соединение, ну, как я понял. И то у тебя здесь, там можно несколько выбрать. Но в целом, если говорить про переписи, я ожидал больше. Как ты считаешь, в этой анкете, в разработке этой анкеты участвовали какие-то социологи, представители социологических наших каких-то крупных центров? Но даже если они участвовали, мне кажется, их мнение не было серьезно учтено. Потому что на первый взгляд, ну и в принципе сам подход, он сугубо технический. Вопросы, они строгие, они, возможно, где-то однозначные, а в большинстве случаев даже вопросы неоднозначные. Но что значит строгий вопрос? Строгий вопрос, когда можно получить однозначный ответ. И вопрос понимается одинаково тем, кто его зачитывает, тем, кто его ставит. И ответ можно трактовать однозначно. Вот в этом смысле строгий. Не учтена цифровизация, которая есть, то есть те параданные, которые можно собрать уже. И сейчас проблема в отношениях. И вот этого здесь нет. То есть здесь нет каких-то тонких связей, которые цифрой не цифровать, которые сейчас не измерить, сейчас нельзя измерить. Ну, сколько у меня детей, например, да, как я живу там со своей семьей. Ну, какие-то такие вопросы, больше социально-демографический блок не расширен, а больше добавлен блок про домохозяйство, условия моей жизни. Именно такие жилищные условия. Ожидал больше условий, в которых проводится перепись, она до 14 ноября, а у нас ввели локдаун. Каким-то регионам продлевать. Соответственно, у нас вместе с локдауном должна идти кампания по тому, что люди должны открыть дверь переписчику, встретить его, рассказать ему все. Ну, то есть, вот в связи с этой сложившейся ситуацией, мне кажется, сбор данных будет меньше, чем в 2010 году. То есть, в прошлой переписи. Важный момент, что третий блок вопросов по жилищным условиям вообще не требует моего участия. То есть, если они знают адрес там, где я проживаю, они могут просто подгрузить информацию этого дома, и все. Но понятно, что мусор, понятно, как в этом доме вывозится мусор. Есть там мусоропровод или нет, и так далее. То есть, здесь нет моего личного вклада, но, может, по частным домам эта информация актуальна. А в Москве по многоквартирным домам, то есть этот блок можно не заполнять. Соответственно, там, где нужно мое мнение, это буквально, условно, 10 вопросов переписи. Какие блоки ты бы добавил и изменил? Это сложно говорить, но не хватает социально-демографического блока. Именно социально-демографического. Не домохозяйств, не какой у меня туалет, где он находится с ванной там, и так далее. Не хватает вопросов по поводу семьи, мне кажется. По поводу детей. Меня не спросили, сколько у меня детей, просто потому что указал, что я живу один домохозяйство. Те вопросы, те данные, которые однозначно можно собрать не с помощью переписи, их лучше не добавлять. А третий блок, в принципе, мне кажется, там никаких сложностей, если это не частное жилье, то никаких сложностей собрать альтернативно нет. Все-таки принимайте участие в переписи, она нужна, это интересное событие, которое останется в истории. И будем смотреть, что у нас получилось. Сколько эльфов в этом году будет указано в переписи, кто знает русский язык, какие еще языки знают, сколько этих людей. Это все равно интересные данные, которые можно будет
дальше анализировать и учитывать в своих социологических исследованиях. Пока!